Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители канала Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сразу же ответ на ваши комментарии по вопросу метода и способа окучивания Александра Федоровича. Многие написали, а что же это вы, это в соцсетях и в комментариях, наверное, посадили очень рано картошку, почему она у вас такая высокая, и что-то вот так не то, вы что-то темните и, наверное, рано посадили картофель. Но для нашего региона это самая поздняя посадка, потому что мы раньше сеяли, высаживали и сеяли, кстати, и корнеплодные, высаживали картофель всегда февраль, март месяц, это уже было самое позднее, первая часть марта, всегда тепло. Мы живем на юге Украины, это Измаил, Одесская область, Украина. Итак, смотрите, что я хочу вам просто показать, как, кстати, в плейлисте у нас есть, плейлист называется «Картофель», все вот эти видео мы снимали. Вот мы выбрали для себя вот этот период, и мы о нем говорили, это телец. И этот телец, видите, очень мало, одни сутки только у нас оставались для посадки, поэтому мы 13-го заготовили все, а 14-го утром посадили. Почему утром? У нас было 2 часа до прохода огромнейшего и сильнейшего циклона. Мы уже, кстати, закрывали картофель, и тогда начался дождь. И мы, кстати, и деревья высаживали зонтиком под дождем. Вот смотрите, вот этот период очень важный. Вот он, 14 апреля с 6 часов до 0 часов. Но у нас получилось короче за 2 часа. Это время после выхода из Гекаты, это новолуние. Вот оно у нас. И я всегда использую вот этот первый период, всегда для вершков и для корешков. А тут замечательное время, телец, супер время для того, чтобы использовать и вершки, и корешки. Поэтому мы высаживали картофель утром, ну а затем под зонтиком высадили наши плодовые деревья, потому что в тельце всегда все получается замечательно и урожай очень хороший. Ну вот вы видите результат. Сразу же после посадки пошел дождь, очень хороший, и затем были еще одни осадки, очень сильные, даже маленький град, и вот за это время было проведено, сколько у нас, 2 окучивания, с ручным даже 3 окучивания, опустили сразу воздух после ливня, обязательно надо давать воздух растениям, и вот такой результат. Это самая поздняя посадка в нашей практике огородной здесь, в Измаиле. Но вот и плюс ко всему, если бы не было осадков, мы бы запустили систему капельное орошение обязательно. Плюс вот эти окучивания, которые дают возможность воздуху проникать к корням и дышать корням. И плюс все хорошо для самого растения. Ну вот так вот такой ответ. Мы никого не обманываем. Для нашего региона это самый поздний период. В прошлом году очень поздно высаживали северяне в конце июня месяца из-за того, что был снег и морозы. Каждый регион выбирает для себя. В любом случае это очень поздние периоды для посадки картофеля вот в тех регионах, которые привычны для картофеля. Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваши комментарии и дали разъяснения по вашим вопросам. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.